Топ-5 ошибок новичков в трейдинге. Всем привет! В самом начале торговли очень легко совершить ошибки, потерять свои деньги и окончательно разочароваться в трейдинге. Чтобы такого не случилось, посмотрите это видео, и я расскажу вам о 5 самых распространенных ошибках, из-за которых большинство новичков в трейдинге теряют деньги в первый же месяц. Меня зовут Александра Шпицера. Я автор проекта «Сашкины финансы», где обучаю, как зарабатывать на трейдинге и инвестициях. Ставьте лайк, и мы начинаем. Ошибка первая. Торговля без плана. Подавляющее большинство начинающих трейдеров начинают торговлю на фондовом рынке, не имея плана. Вне зависимости от того, хотите вы зарабатывать на бирже регулярно или предпочитаете пассивный источник дохода, создание торгового плана играет важную роль. В противном случае инвестиции и спекуляции превращаются в убыточную азартную игру. Единственное исключение, когда можно обойтись без плана, использование готового портфеля или услуг финансового советника. В этом случае вы следуете разработанной стратегии инвестирования, поэтому допущение ошибок будет минимальным. Однако для самостоятельной торговли на рынке ценных бумаг первое, что вам понадобится, это торговый план. В нем трейдер фиксирует следующие ключевые моменты. Первое. Предпочтительный стиль торговли. Это может быть скальпинг, интрадей трейдинг, то есть внутридневная торговля, свинг трейдинг, когда позиция может удерживаться в течение нескольких дней, или долгосрочное инвестирование. Следующее. Метод анализа. Технический или фундаментальный. Третье. Выбор площадок для торговли. Российский или иностранный рынок ценных бумаг. Рынок акций, срочный или валютный рынок, а может быть криптовалюта. Далее идет управление рисками или риск-менеджмент. Определение максимального риска на сделку. Допустимые просадки по депозиту в месяц. Отношение прибыли к риску на одной позиции. Далее идут правила входа в сделку и другие аспекты. Следование торговому плану позволяет совершать сделки системно и обдуманно. Со временем ваши навыки будут совершенствоваться, а эффективность торговли повышаться. Частой ошибкой новичков, которые приводят к потере денег, является открытие случайной, то есть совершенно необдуманной сделки. Любая покупка или продажа ценной бумаги должна совершаться после анализа ситуации в соответствии с вашим торговым планом. Перед сделкой составляется прогноз, который отвечает на все ваши вопросы. Почему цена может протестировать тот или иной уровень с большей вероятностью? Какие есть факторы за и против? По каким ценам фиксировать прибыль или убытки? Ну и в общем-то почему? Если вы хотите научиться стабильно зарабатывать на трейдинге и инвестициях, подпишитесь на мой бесплатный телеграм-канал, где я регулярно делюсь торговыми стратегиями, которые мне принесли более 7 миллионов долларов. А значит, с этими стратегиями сможете зарабатывать и вы. А также в своем канале я оперативно размещаю последние новости в сфере инвестиций и даю комментарии о ситуации на фондовом рынке. Вы первыми узнаете самые горячие новости рынков и анализ перспективных инструментов, что поможет вам понять, на чем можно заработать здесь и сейчас. Кроме того, у канала есть очень активный чат. Вы сможете общаться с увлеченными людьми и опытными трейдерами, поделиться опытом, обсудить идеи и задать вопросы. Это своего рода мини-клуб по интересам. Ссылку на канал оставлю под видео. Жмите на ссылку, подписывайтесь на мой телеграм-канал и следите за самыми актуальными событиями в сфере инвестиций и трейдинга. Ошибка вторая. Торговля без подготовки. Перед тем, как приступать к торговле реальными деньгами, проанализируйте некоторое количество графиков, понаблюдайте за поведением цены, используя технические индикаторы, определяя уровни поддержки и сопротивления. Попытайтесь найти различные закономерности на графиках с различными таймфреймами, например, фигуры, price action и другие паттерны. Понимание технического анализа полезно не только для спекулянтов, но и для инвесторов, для которых не менее важно открыть и закрыть сделку по более выгодным ценам. Если ваш стиль торговли свинг-трейдинг, вам также необходимо понимать влияние новостей на цену актива. При среднесрочном и долгосрочном инвестировании подключается фундаментальный анализ компании и отраслевой анализ. При этом понимание того, что происходит на мировых рынках в целом, не навредит любому трейдеру. Разве что для скальпера такая информация будет совсем бесполезной. После того, как вы увидите
первые положительные результаты своих прогнозов, можно задуматься об открытии реального счета. Есть еще один вариант – попробовать в начале свои силы на демо-счете. Следующая ошибка – это излишняя самоуверенность. Получая первый доход на фондовом рынке, у начинающих трейдеров зачастую складывается ложное представление о простом заработке. Проблемы встают особенно остро, если трейдер заработал крупную сумму денег. Нередко начинающий инвестор или спекулянт ошибочно полагает, что может извлечь выгоду практически из любого движения цен. Вот эта излишняя самоуверенность приводит к открытию сделки без необходимого анализа и холодной головы. Когда позиция становится убыточной, ситуация усугубляется еще желанием отыграться, приводя обычно к еще большим потерям. Вот этот похожий эффект возникает у начинающих водителей легковых автомобилей. Через некоторое время после привыкания к вождению водитель становится излишне уверенным в своих силах, начиная управлять автомобилем быстрее и агрессивнее. Однако, ввиду отсутствия опыта, именно в этот период вождения резко повышается вероятность аварии, что подтверждает статистика. Другой крайностью выступает излишнее доверие сторонним источникам. Нельзя целиком и полностью полагаться на чужое, даже экспертное мнение. Рекомендации аналитиков могут использоваться для подтверждения или подгонки вашего собственного прогноза, но не более того. Невозможно научиться системной торговле при регулярном следовании прогнозам различных источников, испытывая чужие идеи на собственных деньгах. Существует высокий риск потери капитала. Если вы не готовы принимать взвешенные решения о сделках, то вы недостаточно подготовлены для самостоятельной торговли. А вы совершали ошибки в трейдинге? Если да, то какие? Пишите в комментариях, чтобы другие начинающие трейдеры смогли избежать подобных ошибок. Следующая ошибка – это нежелание фиксировать убытки. Совершая сделку, вы рассчитываете на рост или падение цены. При неблагоприятном изменении цены необходимо вовремя фиксировать убыток, иначе потери возрастают и становятся неконтролируемыми. В итоге нарастающий минус просто может достать вас. Предположим, цена достигла значения, при котором следует зафиксировать убыток. Вам может показаться, что ситуация на рынке вскоре изменится, и цена развернется в вашу сторону. Но лучше вовремя ограничить потери и не терпеть нарастающий минус. Удержание убыточной позиции не гарантирует возврата цены к начальному значению. Нужно об этом помнить. И мешает совершать новые перспективные сделки. В подходящий момент вы сможете открыть позицию заново и перезайти в сделку, если прогноз относительно цены останется прежним. Надежное решение проблемы по своевременному и быстрому выходу из убыточной сделки – это выставление стоп-заявки одновременно с открытием позиции. Следующая ошибка – больше риска, больше денег. Чем выше риск, тем выше потенциал заработка. Но обратная сторона медали заключается в том, что при увеличении риска повышаются и возможные потери. Не зря опытные трейдеры отводят на одну позицию от 1 до 5% от собственного капитала. Максимальный риск может быть оправдан только в одном случае – при разгоне депозита. За счет полного использования плеча профессиональный трейдер увеличивает риск до предела и поддерживает его на максимальном уровне для кратного увеличения небольшого депозита до приемлемых размеров. При этом на протяжении периода разгона депозита даже небольшое неблагоприятное изменение цены влечет за собой серьезные потери, вплоть до потери всего капитала. Поэтому стратегия может использоваться исключительно опытными спекулянтами, которые смогли показать хороший финансовый результат с невысоким уровнем риска продолжительное время, хотя бы от года. Поставьте лайк этому видео. Теперь вы знаете, какие ошибки чаще всего совершают новички в трейдинге и как их можно избежать. Нажмите кнопку подписаться, колокольчик и включите уведомления о моих новых полезных видео, чтобы смотреть их первыми. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылочку я оставлю в описании. Жмите на одно из видео, которые видите сейчас на экране. С вами была Александра Шпицер. До новых встреч в следующих выпусках.